Наташа сидела в уютной гостиной своего загородного дома, наслаждаясь покоем и тишиной после долгого рабочего дня, который оставил в ней чувство усталости и опустошенности. Она рассеянно потирала шею, пытаясь загладить ту тупую, назойливую боль, которая мучила ее последние несколько недель. Это было невыносимо, как будто кто-то постоянно щипал ее за кожу. И несмотря на всю ее жизнерадостность, это ощущение становилось все более угнетающим. Сначала, когда она только начала ощущать дискомфорт, она подумала, что ее просто укусил комар. Ведь это летом совершенно обычное дело. Соседские комары всегда весело жужжали в вечернее время, и Наташа не удивилась бы, если бы один из них стал причиной ее недуга. Однако со временем это ощущение стало усиливаться, превращаясь в постоянный и беспокоящий источник дискомфорта, способный отвлекать ее от важных дел. Будучи жизнерадостным и оптимистичным человеком, Наташа всячески старалась не зацикливаться на своей боли, списывая все на усталость, стресс или неудачное положение во сне. Но сегодня боль стала настолько сильной, что игнорировать ее было просто невозможно. Она решила, наконец, приложить к шее теплый компресс, потом попробовала помассировать болезненное место, но облегчение так и не пришло, а дискомфорт оставался таким же острым. В это время ее жених, Алексей, находился на кухне и с любовью готовил чай, стараясь сделать этот вечер уютным и обволакивающим. Он насвистывал какую-то мелодию, и в его движениях чувствовалась спокойная уверенность и привычная забота о любимой. Их история любви была действительно особенной и уникальной. Они знали друг друга с самого детства, когда еще бегали босиком во дворе, собирая траву и мечтая о далеких странах. Они делились тайными секретами, детскими забавами и большими мечтами о будущем. Затем жизненные пути разошлись, и они потеряли связь на долгие годы, но всего лишь год назад судьба вновь свела их вместе и дала второй шанс. Теперь они были обручены и с нетерпением планировали свою свадьбу. Их общие обсуждения стали чуть ли не каждодневным ритуалом, где они активно спорили о цветах для букета, обсуждали детали и маршруты свадебного путешествия, мечтая о том, как сами будут радоваться этому дню. Наташа посмотрела на Алексея, его заботливый взгляд вызывал у нее тепло, и решила, наконец, рассказать ему о своей боли. Она терпела слишком долго, и ей было важно, чтобы ей поверили. «Лёша», — тихо начала она, наращивая в себе смелость, «у меня сильная боль в шее. Она не проходит уже слишком долго, как будто день за днем нарастает». Алексей обернулся, и его глаза сразу наполнились тревогой, как буря, готовая разразиться. Он поставил кружку на стол и подошел к ней, отложив все свои дела. Сев рядом, он заметил, как ее лицо стало бледным, а движения скованными и осторожными. Его особенно волновало то, что уже завтра они собирались участвовать в благотворительном марафоне, посвященном поддержке онкобольных, и он не мог не переживать за ее здоровье перед таким важным событием. Это мероприятие имело особое значение для Наташи, ведь раньше она была волонтером и помогала пациентам, проводя с ними вечера, читая книги, писала письма тем, кто не мог видеться с родными. Она мечтала пробежать дистанцию вместе с Алексеем, чтобы внести свой вклад в это важное дело и почувствовать себя полезной. Алексей наклонился, осторожно отодвинул ее волосы и внимательно посмотрел на ее шею. Его сердце ёкнуло от нежного беспокойства. Прямо под кожей, чуть ниже горла, он заметил небольшую шишку, как будто тело Наташи отправляло ему сигнал бедствия. «Наташа, ты это видела раньше?» — спросил он, стараясь говорить спокойно. Но внутреннее волнение все равно прорывалось в его голосе, придавая ему неуверенности. Она нахмурилась. Ее пальцы осторожно коснулись того места, и сердце закололо от тревоги, когда она поняла, что это может быть чем-то большим. «Я думала, что меня укусил комар», — тихо ответила она, стараясь скрыть растерянность. Потом решила, что это напряжение мышц.
Но с каждым месяцем все хуже. Я пробовала массаж, компрессы, обезболивающее. Ничего не помогает. Алексей нахмурился еще сильнее. Его врачебный опыт не давал покоя и вел к настороженности. По профессии он был фельдшером скорой помощи и прекрасно знал, что такие симптомы нельзя игнорировать. Они могли сигнализировать о чем-то намного более серьезном. «Наташа, нам нужно это проверить как можно скорее», — мягко сказал он, словно пытаясь успокоить их обоих. «Возможно, это пустяк, но я не хочу рисковать твоим здоровьем ради этого марафона». Но она покачала головой, медленно, с пониманием ситуации и решимостью. «Завтра марафон. Я слишком долго этого ждала. Ты же знаешь, как это важно для меня. Давай не будем сейчас поднимать панику. Я потом схожу к врачу». Алексей уважал ее решение, и хотя его беспокойство лишь возрастало, он ничего не мог с собой поделать. В тот вечер Наташа рискнула открыть ему свои тайны и призналась, что странные симптомы мучили ее уже 2 долгих года. Эти беды стали частью ее жизни. Она часто испытывала боли в животе, спазмы и постоянные позывы в туалет, которые только добавляли к ее беспокойству и превращали каждодневные радости в настоящие испытания. Ей ставили синдром раздраженного кишечника. Врачи твердили, что это всего лишь просто стресс. Несколько раз она даже попадала в больницу из-за сильных кровотечений, но анализы ничего не показывали, оставляя ее в неопределенности. «Я не хотела тебя нагружать», — с печальной улыбкой сказала она, стараясь загладить свою ложную самооценку. «Мне казалось, что я преувеличиваю свои беды». Алексей сжал ее руки в своих. «Ты не одна, Наташа. И сейчас это важно, насколько бы тяжело это ни было». Утром, перед марафоном, он снова посмотрел на ее шею с тем же ужасом, который сейчас пересекал его сердце. Шишка, казалось, выросла за ночь, а кожа вокруг покраснела, как будто сигнализировала о грядущих несчастьях. Его тревога перешла в панический страх. Такой момент был не из тех, когда можно молчать. «Мы не можем так рисковать», — твердо сказал Алексей. Его голос напоминал суровый приговор. «Я вызываю скорую, как бы ты ни относилась к этому». Наташа колебалась, ее сердце рвалось на участие в забеге, но, глядя в глаза Алексея, она поняла, что ситуация действительно серьезная, и здравомыслие требует принятия решения. Через полчаса их уже везли в городскую клинику, и волны паники накрывали их все сильнее. Врач в автомобиле скорой помощи внимательно расспрашивал о ее состоянии. «Есть ли у вас еще симптомы? Или изменения в самочувствии?» «Усталость. Очень сильная усталость. И боль стала отдавать в плечи», — призналась Наташа, чувствуя, как страх охватывает ее, и она не могла не переживать об их будущем. Когда они прибыли в больницу, ее сразу направили на обследование. Алексей не отходил от нее ни на шаг, держал за руку, пытался отвлечь ее внимание, рассказывая веселые истории из их детства, чтобы отвлечь ее от беспокойства. Когда врач вернулся с результатами, его лицо было крайне серьезным, и выражение на нем выдавало всю тяжесть ситуации. «У вас медулярный рак щитовидной железы», — тихо произнес он, и эти слова повисли в воздухе, словно удар грома, от которого не защититься. Доктор объяснил, что этот вид рака развивается из особых клеток, вырабатывающих гормоны, и часто долго остается незамеченным, оставаясь в тени. Лечение включало операцию по удалению щитовидной железы, затем лучевую терапию и, возможно, химиотерапию, что было ужасной новостью не только для Наташи, но и для Алексея. Прогноз оказался тяжелым, и каждый из них осознавал, что жизнь не будет прежней. Уровень кальцитонина у Наташи оказался в 1000 раз выше нормы, и это показатели настораживающего диагноза, который просто не оставлял шансов на легкость. Из-за этого у нее развились сильные кишечные расстройства и хроническая усталость, которые причиняли ей боль не только физически, но и эмоционально. Кроме того,
Лечение означало, что она никогда не сможет иметь детей, что стало для нее настоящим ударом, который мог бы сломить кого угодно. Тем не менее, несмотря на все сложности, Наташа проявила удивительную силу духа, которая восхищала окружающих и служила настоящим примером стойкости. «Я не позволю этому остановить меня», — произнесла она с уверенностью, оборачиваясь к Алексею. «У нас есть жизнь, и я хочу прожить ее до конца, несмотря на любые испытания». Алексей сжал ее руку, с трудом сдерживая слезы, потому что он видел, насколько эта фраза была значима и полна надежды для них обоих. Со временем они вместе начали благотворительные проекты, посвященные онкологии, интегрируя в свое послание надежду и поддержку. Вместо обычного марафона на следующий год они организовали многодневный забег, чтобы собрать деньги для клиники, где проходило лечение Наташи. Люди со всего города пришли поддержать их, и этот момент стал одним из самых трогательных в их жизни. Семья, друзья, коллеги из библиотеки, где работала Наташа, даже ее читатели и случайные прохожие, все они были вдохновлены ее стойкостью и решимостью, восхищались ее мужеством, поддерживая в эту трудную пору. Однако, несмотря на все усилия, во время очередного обследования врачи сообщили страшную новость. Рак распространился дальше, на позвоночник, легкие, печень и кости. Наташа и Алексей были подавлены, но их дух оставался непоколебимым, несмотря на все удары судьбы. «Мы не сдаемся», — сказал он с решимостью, отказываясь поддаться отчаянию. Они продолжали бороться и использовали каждый день, чтобы жить полной жизнью, совершали маленькие путешествия, устраивали вечера музыки и чая у камина, смеялись и плакали вместе, вдохновляя друг друга не падать духом. Их история стала символом силы, любви и надежды для всех, кто их знал, и для всех, кто когда-либо сталкивался с подобными трудностями. Наташа осознавала, даже если время ограничено, оно принадлежит им, и никто не может отнять у нее решимость жить с улыбкой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой трогательной истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы поддержать нас. До свидания. Оставайтесь сильными и цените каждое мгновение.